Даже не гордиться надо и хвастаться. Что мужчины, что женщины. Плакать надо горькими слезами, потому что природа использует нас просто вот напропалую. Так, Алексей Грек. У детородной женщины должна быть большая... Опа! Да, все правильно. Знаете, да, эту тему, кстати говоря, друзья? Почему у женщины таз больше, чем у мужчины? Почему бедра, вот, ну, тут такая фигура, да? То есть идет расширение, как бы, да? У мужчин, по идее, да? Сужение идет к тазу, плечи шире, да? А у женщин наоборот. Потому что мозг человека в процессе эволюции увеличился за счет префронтальной зоны лобной коры. Сложнее было рожать ребенок, когда выходит плод с большой башкой. Очень сложно рожать женщинам, если у них узкие бедра. Поэтому у них бедра потихонечку в процессе эволюции расширялись. И, ну, чтобы можно было хоть попроще, как-то полегче рожать человеческих детенышей с большой головой. Прикиньте. Бедняжки, бедняжки. Причем бедняжки и те, и другие, мужчины и женщины. Понимаете, тут у меня такой взгляд, когда вот, допустим, говорят, вот вы все мужики такие, или вот эти бабы все такие, или типа вот, они начинают объединяться вокруг каких-то, что мужчины, что женщины, понимаете, объединяться вокруг каких-то своих принципов женских или мужских, даже не подозревая о том, я не знаю, подозревая, но до конца не понимая этого, что это не их заслуга, вообще абсолютно не их заслуга. То, что у них там тестостерона больше, то, что у них таз уже, то, что у них вот такое вот мышление более, ну, в общем, разные типы мышления, разная биохимия, разная физиология. Ну, то есть есть отличия, скажем так. И это заслуга не женщин, не мужчин, поэтому тут особо гордиться и хвастаться нечем. Мало того, тут даже не гордиться надо и хвастаться, а, блин, плакать надо горькими слезами, потому что природа использует нас просто вот напропалую. Когда мужчина лезет на всех самочек с целью заняться с ними сексом, это же, блин, с одной стороны так круто и поощряется, да, в мужском обществе. Типа, ух, молодец, какой самец. А с другой стороны, ну это же, ну, блин, это бедолага. Потому что природа толкает его инстинкт размножения настолько сильный и настолько тестостерона и этого, ну я просто по себе, да, сужу. А по сути, ну и что с того, понимаете? То есть природа просто дает это в виде приятных ощущений, гормоны радости там впрыскивает, а по факту потом проблема на проблеме. Детей надо воспитывать, потом с этой самочкой тебе жить. И она, оказывается, уже не совсем такой, как в цветочно-конфетный период времени. Ты видишь, что это человек тоже, которого природа заставила носить на себе бремя быть беременной. Это бремя же, да? Бремя. А тебе потом придется вносить в твою берлогу, в норку всякие разные, так сказать, эти самые пищу добывать. Так что вот так. Тут, собственно, я лично со страданием на все это смотрю. Только спасает какая-нибудь, не знаю, там, романтическая культура вокруг этого всего, флёра, джентльмены, типа там дамы, семья, ценности, духовные скрепы. Ну, вот если так вот думать, то немножко полегче. И вот всем, кому интересно порассуждать, позадать вопросы, милости просим вторник, четверг, суббота в обед.